Глава 331. Трепет перед величием, мир затаил дыхание. После того, как Хань Ли аккуратно убрал все вещи императора, он посмотрел вверх на радугу и быстро отпрыгнул в угол бамбукового леса. Вскоре он пришел к огромному бамбуковому стеблю, на котором был флаг, и расправил его. Радужный световой барьер тут же исчез, не оставив ни следа. Хань Ли улыбнулся и переместился в другой угол леса. Вскоре он вышел из леса, восстановив все влаги и диски. После того, как он ощутил на себе всю мощь 5 элементов дьявольских ядер, он стал трепетнёй относиться к ним, нежели раньше. Когда Хань Ли выходил из леса, что-то зацепило его внимание, размельченный труп императора Юэ. Кажется, когда радужный свет исчез, его тело свалилось на землю. Хань Ли распрямил свой лук и сделал выдох. Затем он выстрелил в трупа огненной стрелой, чтобы превратить его в пепел. Он бы сетовал, если бы пепел такого приметного персонажа разлетелся по ветру после смерти. Поэтому Хань Ли похлопал по своему мешку с вещами, и оттуда вылетела полоса золотого света, которая пробила дырку в земле. Хань Ли взмахнул рукавом, сметая пепел в дырку, создавая легкий ветерок. Вдруг вспыхнул белый свет. Как только он подумал закопать яму, он остановился. Хань Ли с удивлением взмахнул рукой, и украшенная ткань поднялась из пепла прямо ему в руки. Это. Хань Ли быстро глянул на нее с любопытством. Ткань была слегка желтой и выглядела очень древней. Он не знал, из чего она сделана, но она излучала яркий, мерцающий свет. Хань Ли подозревал, что узоры на ткани — это размытая карта. Его любопытство взяло верх, и он начал изучать ее. Взглянул на карту несколько раз, он потерял к ней всякий интерес. После тщательной проверки стало известно, что это не было какой-либо местностью штата Юэ, а чем-то незнакомым. Было нарисовано какое-то странное место. Более того, ткань была повреждена и неполной. Он уверен, что это даже не половина оригинальной карты или даже малейшая ее часть. Но поскольку она появилась лишь после смерти императора и превращения его в пепел, значит, умерший использовал какую-то секретную технику, чтобы упрятать карту внутри своего тела. Даже его ручные зверьки не смогли найти ее. А значит, карта чрезвычайно важна. Хань Ли поразмышлял немного и решил положить сильно поврежденную карту в нефритовую коробочку, где уже лежали 5 элементов кровавых ядер. Сейчас не время распутывать загадку. Ему нужно торопиться найти остальных. Все такие из-за смерти императора могут быть неприятные последствия. Когда Хань Ли нашел Чэнь Цзяцань и остальных перед Ледяным дворцом, его встретили плохими вестями. Они нашли труп Усюаня в отдельной комнате мастера черной школы. Он погиб недавно в качестве жертвоприношения. Хань Ли вздрогнул, когда ему рассказали об этом. Но затем он горько улыбнулся и ничего не сказал. Из-за всей этой возни с черной школой погибло много его культиваторов. И когда он вернется, его мастер Ли Хуаюань точно по голове его не погладит. В конце концов, это все из-за него. После чувства беспомощности Хань Ли тупо перекладывал свои обязанности по ликвидации последствий на Чэнь Цзяцань и Чжун Вэйнян. Затем он нашел предлог, чтобы вернуться сначала в резиденцию Цинь. Однако он никак не ожидал, что вскоре после его прихода заявится неожиданный гость. «Приветствую, боевой дядя Хань». Поприветствовал его мужчина средних лет в узорчатой одежде. «Боевой племянник Ма. Почему так поздно пришел? Что-то случилось?» Глаза Хань Ли заблестели в смятении. Хань Ли, который только вернулся из запретного города Юэ, не ожидал увидеть ученика, который будет ждать в его дворе. К тому же по нему было видно, что он ждет достаточно долгое время. «Боевой дядя, мы только получили приказ. Все ученики заложения фундамента должны поторопиться в главные казармы 7-й секты на границе». Враг поставил ультиматум. Через 2 месяца состоится сражение между 6-й сектой Дьявольского Да и 7-й сектой Юэ. Для этого все стрелки должны вернуться на поле боя. Кстати, предок Ли передал вам сообщение. Мужчина в узорчатой одежде вручил повестку и нефритовый лист Хань Ли. Хань Ли аж немного вздрогнул от такого заявления, но сохранил на лице спокойствие и взял сверток с листом и внимательно изучил их. Там были написаны точно такие же приказы, которые уже сказали. Все культиваторы заложения фундамента должны собрать пограничный лагерь с момента получения приказа и даты сражения. Духовная подпись в конце распоряжения была подлинной. Завершив прочтение распоряжения, Хань Ли погрузил свое духовное чувство в нефритовый лист. Там появилось изображение Ли Хуаюня, которое начало говорить. Он провел инструктаж, в котором говорилось, что Хань Ли больше не нужно защищать резиденцию Цинь и что он вместе с остальными учениками возвращается к границе.
Раньше он получил информацию, что план дьявола Да проникнуть в мирской мир Юэ и посеять так хаос был отменен по неизвестным причинам. Когда Хань Ли услышал речь Ли Хуань Юаня, так рассердился, что аж плевался кровью. Он со всей силы старался сдерживать эмоции и отозвал свое сознание от листка. Спустя мгновение, проведенное в раздумьях, Хань Ли посмотрел на вещи в своих руках и сказал: «Оставь это мне. Я расскажу об этом остальным». Мужчина среднего возраста сначала замешкался, а затем ответил: «Тогда мне нужно побеспокоить старшего дядю». После чего он ушел. Хань Ли больше не сказал ни слова, лишь проводил мужчину взглядом. Затем он медленно выдохнул и вернулся в свою комнату. Утром следующего дня Хань Ли и остальные сидели в гостиной и обсуждали отправление из Юйцин. «Перед тем, как я пойду на сражение, я хочу повидаться со своим кланом. Поэтому я не смогу пойти с вами», спустя некоторое время после прочтения распоряжения Чэнь Цзяцань сказала, слегка прикусывая губу. «Я должна доставить останки старшего боевого брата Лю в его клан», сказала Чжун Вэйнян. У них слегка покраснели глаза. Хоть больше никто ничего не сказал, но, кажется, все тоже собирались идти в одиночку. «У меня нет планов, поэтому я пойду вместе с младшим боевым братом Хань», прямолинейно сказал Сун Мэн и похлопал по плечу Хань Ли. «Четвертый старший боевой брат, я не могу. Мне тоже нужно кое-что сделать». Хань Ли уже построил планы и, улыбнувшись, отказался от компании Сун Мэна. «Ладно, забыли». Сун Мэн расстроился. «Как насчет того, чтобы я пошел с Сун Мэном?» С улыбкой сказал Сун Мэну единственный выживший брат Чэнь Цзяцань. У Сун Мэна тут же поднялось настроение. Теперь у него есть тот, кто будет менять указатели по пути. Увидев это, Хань Ли рассмеялся про себя. Он не думал, что после такой кровавой битвы его четвертый старший боевой брат останется таким же, как и раньше. В итоге все решили, что утром следующего дня они идут своими дорогами. После полудня Хань Ли оповестил Цинь-Яня, что его дочь пришла, и что отправляется на следующий день. Цинь-Янь очень обрадовался новостям и молил Хань Ли остаться у него погостить. Но Хань Ли вежливо отказался, поэтому Цинь-Яну пришлось смириться. После разговора с ним Хань Ли вернулся к себе в резиденцию. На обратном пути он неожиданно встретился с Чэнь Цзяцань в саду. Она была в белой юбке и стояла спиной к нему. Восхищаясь цветами, она случайно преградила ему путь. Хань Ли слегка удивился и смутился пройти мимо нее. Боевая сестра Чэнь, что за совпадение? Хань Ли решил бросить ей пару простых фразочек, чтобы не проходить мимо нее, как будто незнакомец. Однако она вдруг выпрямила спину и повернулась лицом к нему. Ее лицо было как сам цветок. «Это не совпадение. Я тебя здесь ждала», — сказала она, едва приоткрывая свои миндальные губы. Она уставилась на Хань Ли с неким непониманием своими глазами цветом осени. «Ждала меня?» Он удивился. Он почему-то почувствовал сразу и грусть, и радость. Спустя секунду молчания Чэнь Цзяцань сказала пару слов, которые поразили Хань Ли. «Я слышала, что горы Белая Хризантема на окраине Юйцин прекрасны и чудесны. Не составит ли мне боевой брат Хань компанию туда?» «Конечно». Он вообще-то собирался сказать «нет», но, увидев некую печаль в ее глазах, рефлекторно согласился. Это проделки богов. Когда он согласился, у Чэнь Цзяцань покраснели щеки, и она засияла от радости. Это украсило ее несравненную красоту. «Отлично, боевой брат. Идем. А то если мы дождемся заката, мы ничего там не увидим». Глава 332. Когда-то знакомое место. Как только Хань Ли согласился составить компанию Чэнь Циньца, он почувствовал легкое сожаление. Он уже решил когда-то больше не связываться с этой дамой. А теперь вот, по непонятным для него причинам, он согласился составить ей компанию. Оказалось, он не такой решительный, каким думал он является. Хань Ли едва покачал головой и ответил: «Ладно. Как насчет того, чтобы старшая боевая сестра прокатилась со мной на лодке? Мы быстрее туда доберемся». С этими словами он достал свою безупречную лодку «Белый ветер» и пригласил ее. В ответ на протянутую ей руку она сладостно улыбнулась и шагнула в лодку. Вскоре Хань Ли доставил ее к горе Юйцин, которая славится своим названием, как Белая Хризантема. Гора покрыта всеми видами хризантем, большая часть которых была белой. Завораживающая картина. Вопреки ожиданиям Хань Ли, Чэнь Цзяцань не разговаривала с ним после того, как они прибыли к горе. Они просто бродили вдоль горной тропинки, думая о своем. И когда они встречали захватывающей красоты место, останавливались на пару минут.
Хань Ли тоже молчал и шел позади нее, с разочарованием глядя на ее соблазнительное тело без стеснений. Спустя 2 часа Чэнь Цацань взобралась на вершину горы и встала в маленькой беседке рядом с Хань Ли. Сейчас кроме них здесь никого не было, даже путешественников. И поскольку никто из них не желал разговаривать, царила совершенная тишина. Неизвестно, сколько еще продлится эта утонченная атмосфера. Вдруг Чэнь Цацань заговорила. «Послушай, боюсь, что после великого сражения меня выдадут замуж». Услышав это, Хань Ли повернулся к ней лицом с удивлением. Жених, ученик родословной великого клана культиватора Цинь, ученик Небесной императорской крепости и культиватор, достигший заложения фундамента. Я видела его пару раз, выглядит он порядочным. Если все будет в порядке, то он женится в моем клане Чэнь и станет моим компаньоном, да, спокойно сказала Чэнь Цацань и не обратила внимания на изумление Хань Ли. Спустя некоторое время изумление Хань Ли рассеялось и нерешительно, вежливо сказал: «Ну тогда я поздравляю старшую боевую сестру Чэнь с тем, что она нашла подходящую кандидатуру на роль мужа. Я обязательно приготовлю для тебя подарок». Было сразу заметно, что она и не думала его слушать. Это не то, что она бы хотела услышать. Она немного задрожала и выпустила диск в форме магического летающего инструмента и улетела с холодным выражением лица. Увидев, как Чэнь Цацинь исчезла вдаль, Хань Ли стоял, не двигаясь, на том же месте с каменным лицом. Спустя долгое время он сделал глубокий выдох и удрученно соскочил с беседки. Хоть Хань Ли уже и принял решение по отношению к ней, он растерялся, когда он противостоял ее интересу выйти за него. Возможно, это общий недостаток всех мужчин. Даже если их называют культиваторами, у них все те же чувства, как у простых смертных. Хань Ли посмеялся над собой и вернулся в резиденцию Цинь. Вернувшись в резиденцию, Хань Ли узнал от других, что Чэнь Цацань уже отправилась. Она начала свою поездку раньше. Услышав это, он горько улыбнулся. Кажется, он сильно разочаровал ее, и теперь она готовит свое сердце к замужеству на ком-нибудь еще. Он был немного подавлен, ведь он не из простых. С обычным выражением лица он кивнул и отшутился. Настало утро второго дня, и все покинули резиденцию Цинь. Хань Ли единственный оставшийся культиватор. Перед тем, как отправиться в поездку, он втайне пошел навестить Мо Фэнь. В конце концов, они были знакомы, и он хотел попрощаться с ней. Но когда он подошел к ее дому, он увидел ее через окно и передумал. Потому что рядом с ней была старая женщина около 50, она читала вслух Писание. И его знакомая выглядела умиротворенной. Посмотрев на это некоторое время, Хань Ли решил не тревожить ее. Он развернулся и тихо ушел. Что касается именно этой девушки, так лучше бы он ее не встречал. Возможно, ей будет лучше, если она не вспомнит о тех горьких воспоминаниях. Меланхолично подумал Хань Ли. Затем он покинул Юйцзин и впервые отправился в город Цзяюань. Когда он пообещал отомстить поместью Мо, он решил, что он может нанести визит и взглянуть. Хоть дьявольский да и не пришел разжечь волнение, он подумал, что в Цзяюань нет высококлассных культиваторов из-за грядущей битвы. Ему пришлось лишь втайне избавиться от мастера секты Радуги. Даже если бы он разъярил несколько учеников горы Духовного Зверя, они бы ни за что не догадались, что это был он. Вдобавок к проблемам для радужной секты, он подумал взглянуть на то, как Сунь Эрго управляет бандой 4-го уровня. Несколько лет назад он придумал этот план как запасной, и теперь он хотел посмотреть, пригоден ли он по сей день. Думая об этом, Хань Ли помчался к городу Цзяюань на своей белой лодке. Последний раз он был в том городе более 10 лет назад. Но в его голове до сих пор остались яркие воспоминания, которые оставили на него глубокое впечатление. Спустя 5 дней перед рестораном в городе Цзяюань появился юноша. Он стоял со стороны улицы и смотрел, прищурившись, на вывеску ресторана. Это был Хань Ли, который только что прибыл в город. Простояв так какое-то время, он вздохнул и спокойно зашел внутрь. Он поднялся на 2-й этаж и увидел, что столик, за которым он сидел все те годы, оказался свободным. Хань Ли радостно подошел к нему без всяких сомнений. Как только он уселся, к нему подошел вежливый официант, протер столик и спросил Хань Ли, что бы он хотел заказать. Хань Ли искренне улыбнулся и заказал несколько вкусных закусок. Он пришел сюда не для того, чтобы утолить свой аппетит вкусной едой. Он глядел в окно. Огромная резиденция Мо все еще стояла, и за воротами стоял крепкий мужчина. Но на табличке на воротах, которая носила надпись «Резиденция Мо», теперь было написано крупными, золотыми буквами «Резиденция Ли». Увидев табличку с золотой надписью, которая поблескивала на солнце, Хань Ли поднял бровь. Кажется, мастера радужной секты зовут Ли.
И теперь они вьют свое гнездышко в резиденции побежденного врага. Непонятно почему, но Хань Ли немного запереживал, увидев новую надпись на табличке. Надпись «Резиденция Мо» звучала как-то дружелюбней. Пока Хань Ли был погружен в мысли, ему принесли блюдо, и в то же время послышался смех и шутки снизу. По лестницам поднимались два молодых человека в шелковых одеждах в сопровождении крупных мужчин. На вид они юные мастера из благородной семьи. Среди них был очень худой мужчина, и казалось, что его может сдуть ветер. Он огляделся и грубо позвал официанта. Официант побежал к нему и с обворожительной улыбкой спросил: «Мастер Ся, какие будут указания?» «Позовите владельца. Сегодня с нами уважаемый человек. Пусть все освободят третий этаж». «Мы все оплатим», — высокомерно сказал худой мужчина. Официант не показал никакого недовольства, а лишь кивнул и поспешил сообщить владельцу ресторана о просьбе гостей. Спустя некоторое время в ресторан зашел 40-летний мужчина. Как только он увидел худого, он тут же поприветствовал его и улыбнулся. Затем он послал официанта на третий этаж принести извинения гостям, которые уже трапезничали. То ли это владелец ресторана такой влиятельный, то ли худощавый юноша. Вскоре все гости на третьем этаже заплатили по счетам и покинули заведение. И ни один из них даже не смел жаловаться. Хань Ли лениво огляделся и вернулся к виду шумных улиц за окном. Новый гость оказался лишь молодым мастеров среди смертных, высокомерный парень, который полагается только на силу клана. Хань Ли он не заинтересовал. В этот момент юноша-командир, молодой мастер Ся, кивнул и спустился на первый этаж. Чуть позднее внизу раздались шаги. В этот раз Хань Ли смутился и не удержался от того, чтобы не посмотреть. Потому что среди чьих-то тяжелых шагов можно было уловить едва заметные, легкие, как перышко, шаги. Только практикант боевого искусства Цзинху, практикующий цингун на определенной ступени, может показать такой контроль. И это больше всего привлекло внимание Хань Ли. Глава 333. Лидер банды, Сун. Изысканного и ухоженного юношу сопровождали на второй этаж молодые мастера. У 30-летнего юноши была лихая внешность. Его светлая улыбка может сразить наповал любого, она сразу ассоциируется с весенним ветром. И те легкие, как перо, шаги принадлежат ему. Он и его компания шутили друг с другом, оглядывая второй этаж. Неприметная внешность Хань Ли не привлекла их внимания, и они пошли на третий этаж. Кажется, этот самый юноша и является уважаемым гостем. Как только они поднялись на третий этаж, поток официантов начали разносить вкуснейшие блюда. И после того, как они принесли блюда, они тут же удалились. Кажется, эти гости не хотят, чтобы их кто-то слышал. Хань Ли наблюдал за всем этим с большим интересом и втайне раскинул свое духовное чувство на этаж выше, что позволило ему подслушать их беседу. «Старший брат Ли, какое счастье, что вы пришли, иначе на нашу долю выпала бы ужасная участь. Для нас большая честь, что вы пришли. Так давайте же выпьем в знак почета за Ли». Голос худого юноши был наполнен уважением. Пустяки. Те аутсайдеры посмели арестовать кого-то за глазами нашей радужной секты. Поэтому они нарушили наш закон, и я сделал лишь то, что должен, вежливо сказал лихой юноша. Он оказался весьма скромным и дружелюбным. Услышал про радужную секту, и из старшего брата Ли Хань Ли немного удивился. Неужели возможно такое совпадение? Мне уже доводилось столкнуться с тем, кто относится к радужной секте. Хань Ли был потрясен. Если бы не вы, мы бы столкнулись с большой опасностью. Поэтому если брат Ли попросит о помощи, мы приложим все усилия. Сказал другой юный мастер, постучав себе по груди. Премного благодарен доброте братьев. Однако вернемся к делу. Тот, кто пытался похитить вас, должно быть известная личность в Цзинху. Иначе он бы не осмелился действовать в таком месте, как город Цзяюань. Лихой юноша сменил тему. Верно. Те похитители достаточно свирепы. Я спал у себя в кровати, и когда открыл глаза, оказался уже в другом месте. Я тогда сильно напугался. К счастью, нашим старейшинам удалось найти вашего дорогого отца. Иначе мы бы понесли огромные потери. Сказал худой парень, испуганный тем, что могло бы произойти в противном случае. На самом деле господин Ван и остальные не нашли. Юноша с фамилией Ли и остальные продолжали разговаривать. Из короткого разговора, который подслушал Хань Ли, он собрал пал в общую мысль того, что произошло. Этих авторитетных юных мастеров похитил мастер Цзинху. И их старейшины попросили о помощи радужную секту.
Должно быть, этот юноша, сын мастера секты, который быстро пришел к ним на помощь. И теперь они устроили банкет в благодарность юному мастеру секты. Глядя в окно с видом витающего в облаках, Хань Ли просеивал разговор юных мастеров и пытался ухватить полезную информацию, которая касается мастера радужной секты. Чуть позже худой мастер сказал несколько слов благодарности, которые заставили сердце Хань Ли дрожать от радости. «Старший брат Ли, я слышал, что грядет 60-й день рождения мастера Ли. Он по-прежнему бодрый и энергичный, и совсем не выглядит старым. Следует подготовить ваш особняк для празднования торжества. Мы должны выпить с ним за его честь. Хе-хе. Культивация отца достаточно глубокая, несравнима с простыми людьми. Если вы желаете прийти, тогда я буду вам рад. Более того, мой отец вернулся из отдела инспектирования и будет лично присутствовать при подготовке. Этот старик решительно настроен на празднование дня рождения. Тогда, услышав это, Хань Ли вернул свое духовное сознание. Как только он узнал, что мастер радужной секты находится в особняке Ли, ему незачем было дальше случать их. Хань Ли опустил бокал вина и положил на стол несколько серебряных монет. «Официант, я оплатил по счету. Сдачу оставьте у себя». После этого Хань Ли шустро спустился вниз. Официант распахнул глаза, кидая ему в спину слова благодарности. Покидая ресторан, Хань Ли глянул в сторону особняка Ли с некой ухмылкой. Мастер радужной секты будет там в ближайшее время. Как только настанет ночь, он нанесет визит в этот особняк. Если поблизости нет культиваторов заложения фундамента, он запросто сможет убить мастера и сдержать свое обещание. Но поскольку сейчас день и у него мало времени, он решил воспользоваться возможностью и сделать другие кое-какие дела. С этими мыслями он растворился в шумной толпе. Банда 4-го уровня имеет внушительный авторитет в городе Цзяюань. Хоть они и не сравнятся с крупнейшими авторитетами, но среди банд среднего уровня они на высоте. Их лидер, Сунь Эрго, стал известным за единственный подвиг. Поскольку его статус теперь совершенно иной, никто не осмеливался называть его по имени. Если его видели, то называли лидер банды Сунь. Банда 4-го уровня теперь находится в другом месте, нежели 10 лет назад. Она переместилась на более процветающую улочку города. И члены банды больше не были бедными носильщиками багажа из портов. Вместо тяжелой работы ради крошки хлеба, они создали большую прибыль на своей территории и даже построили ресторан, ломбард и другие подобные заведения. В результате эта банда стала невероятно богатой, и жизнь лидера банды Сунь стала лучше. Кстати, Сунь Эрго женился на своей 9-й наложнице, знаменитой куртизанке в городе. Эта юная служанка действительно знала, как соблазнять. После их женитьбы Сунь Эрго каждый день задерживался у нее в комнате и даже забывал уходить оттуда. Остальные наложницы для него были на самом последнем месте. Днем Сунь с радостью отправлялся в ее двор. Лишь от одной мысли о той кокетливой юной красотке у него дрожало сердце. Но сегодня, когда он зашел к ней, то опешил, перед ним сидел молодой мужчина. Как только он увидел лидера банды, он лениво сказал: «Сунь Эрго, я не думал, что у тебя есть такой навык. Управление бандой — дело хорошее. Кажется, я не ошибся в выборе». Этот незнакомец не только называл его по имени, но и позволял себе разговаривать с ним в повышенном тоне. Это был Хань Ли, который тайно пробрался в имение банды 4-го уровня. Когда Сунь Эрго увидел Хань Ли, он тут же вспомнил его. Это тот, кто помог ему в том году. Хань Ли выглядит сейчас так же, как 10 лет назад. А все это благодаря таблетке «Установка лица». Это шокировало Сунь Эрго и вызвало бурю опасной неопределенности и негодования. После постоянной смены выражения лица, Сунь Эрго сделал лицо уважающего человека и поспешно шагнул вперед, поприветствовав Хань Ли. «Статься, прибыл юный мастер. Сунь Эрго приветствует вас». Это было довольно сложным для лидера банды. Он не церемонится с такими, как Хань Ли, особенно когда с ним говорят в таком тоне, но неожиданный визит сделал свое дело. Хань Ли поднял брови и выразил удивление. Затем он слегка улыбнулся и сказал с неким любопытством: «Ладно. Ты теперь лидер банды. Ни к чему быть таким обходительным. Я пришел сюда, чтобы посмотреть, как ты вырос. В любом случае, я скоро уйду». Сунь Эрго сразу вздохнул от облегчения. Он боялся, что ему придется отдать свои полномочия. Поскольку он занимал высокое положение в обществе на протяжении многих лет, он немного знал о культиваторах и смертных, как он, и даже не надеялся противиться таким персонажам. Сунь Эрго также знал, что такой человек чрезвычайно неуловим. Сначала он думал, что Хань Ли дает ему такие преимущества, потому что он будет его марионеткой.
Но он даже не думал, что Хань Ли ослабит хватку и скроется на много лет. И таким образом Сун Эрго почувствовал вкус власти и понял, каково это быть выше остальных. Он не ожидал, что этот юный мастер появится вот так вот неожиданно. Он думал, что Хань Ли совсем про него забыл. И поскольку он не знал намерения Хань Ли, он его опасался. И Хань Ли с удивлением посмотрел на Сун Эрго. «Подойди сюда и покажи запястье». Хань Ли поднял бровь и дал неоспоримую команду. Сун Эрго замешкался. Затем он послушно подошел к нему и показал запястье. Хань Ли схватил его за запястье и вылил немного духовного ци на его тело, быстро распределяя его через меридианы. Через некоторое время Хань Ли отпустил его запястье с безразличным выражением лица и сказал пару слов Сунь Эрго, после которых последний побледнел от страха. «В твоем теле начал действовать скрытый яд. Тебе остался максимум месяц». Голос Хань Ли был холодным и безэмоциональным. Глава 334. Странные изменения. Яд? Это невозможно. Я предельно осторожен, и у меня есть специалист, который всегда проверяет мою еду и питье на наличие отравы. Спустя момента ужаса Сунь Эрго обеспокоился. Хань Ли было лень объяснять ему дальше. Взмахнув рукой, появился бирюзовый свет, который влетел в тело Сунь Эрго. «Мастер, это ЧТ, что вы?» Эрго не смог увернуться, он все еще находился в состоянии тревоги. Это техника истинного духа, способная визуализировать яд в твоем теле. Подойди вперед и посмотри в зеркало. Хань Ли уселся на кресло и продолжал свою игру. После его слов у Эрго выпрыгивало сердце из груди. Он подбежал к углу комнаты с накрытым столом. На столе он торопливо начал искать маленькое зеркало и с любопытством посмотрелся в него. Увиденное поразило его. Он увидел, что все его лицо было покрыто черно-фиолетовым ци. С первого взгляда видно, что он тяжело отравлен. «Мастер, пожалуйста, не убивайте меня. Я был вам верен все время». Сунь Эрго подбежал к Хань Ли со страхом на лице и упал на колени, умоляя его не убивать. Он почти убедил его, поскольку Хань Ли является культиватором, для него было невозможным прилагать много усилий, чтобы убедить таких, как Сунь Эрго. Если бы Хань Ли действительно бы хотел принести ему вред, то он сделал бы это одним движением пальца. После того, как он увидел такую искренность и верность, улыбнулся и сказал: «Расслабься. Хоть яд и спрятан, его отравляющие свойства минимальны. Он не убьет тебя за пару дней. Поэтому не стоит суетиться на ровном месте». Хоть Сунь Эрго успокоился немного, он продолжал свои мольбы: «Юный мастер, у вас великая сила. Умоляю, поделитесь методом растворения яда, чтобы смог продолжить нести вам верную службу. Если вы мне не доверяете, тогда я могу поклясться. Это...» Да, Сунь Эрго лидер банды. Но мы все боимся смерти, вне зависимости от статуса или положения в обществе. Не дожидаясь ответа Хань Ли, он взял инициативу и начал произносить свои клятвы, что веселило Хань Ли. «Верно мне служить. Больше походило на то, что ты получал преимущество, ничего не отдавая назад», — подумал Хань Ли. Он не знал, плакать ему или смеяться. Это таблетка детокс. После того, как примешь ее, ты будешь в порядке. Просто убедись, что яд не распространяется дальше». Хань Ли покачал головой и швырнул Сунь Эрго синюю таблетку. «Премного благодарен». «Благодарю, мастер». Сунь Эрго с великой радостью принял таблетку и многократно поблагодарил за это. Затем он быстро поднялся с пола и аккуратно отложил пилюлю. Яд не причинит особого вреда лишь после 1 или 2 воздействий. Этот процесс занимает как минимум несколько месяцев для того, чтобы добраться до этой точки. Думаю, что ты сможешь найти отравителя. Конечно, ты можешь сделать это. Да, мой дорогой лидер банды Сун. С издевкой сказал Хань Ли. Мастер издевается. Те, кто меня отравил, я подозреваю пару человек. Сун почесал затылок и сказал с улыбкой. Его жизнь спас Хань Ли, он теперь еще больше уважает его. Энь. Как культиватор, я не могу слишком вникать в интрижки смертных. Я оставлю это тебе. Причина, по которой я пришел сюда, это лишь желание увидеть кривую душу и увести ее. Теперь, когда у меня есть немного культивирования, у меня не должно возникнуть проблем по этой части. У тебя есть какие-либо жалобы?» Улыбка Хань Ли пропала. Юный мастер желает забрать господина Кривая Душа. Но он больше не в банде 4-го уровня. Когда Сунь услышал тон Хань Ли, он завозмущался, но не проронил ни слова. «Что ты имеешь в виду? Вы его потеряли.
Лицо Хань Ли помрачнело, и атмосфера в комнате накалилась на несколько градусов, и Сунь Эрго бросила в жар от страха. «Мастер, успокойтесь, прошу вас». Я не терял его, он сам убежал. Хоть он и не в городе, но он не очень далеко отсюда, в ближайшем горном лесу. Я послал за ним людей. Протараторил Сунь Эрго, опасаясь, что Хань Ли натворит дурное в порыве ярости. «Говоришь, сам убежал. Что происходит? Объясни все по порядку. Если все не так, как ты говоришь, тогда не вини меня, когда я приду тебя наказывать». Хоть на лице Хань Ли промелькнуло удивление, ему по-прежнему удалось отвечать расслабленным тоном. Это хорошо, что Сунь Эрго знает, где сейчас находится Кривая Душа. Но с тех пор, как Кривая Душа стала лишь бродячим мертвецом, Хань Ли с трудом верилось, что он сам мог убежать. Заметив, что Хань Ли не злился, Сунь Эрго успокоился. Он не посмел проигнорировать его и начал торопливо объяснять: «Когда вы передали мне господина Кривая Душа, я следовал вашим инструкциям и пользовался им лишь как крайней мерой и не разрешал другим видеть его. Но 6 лет назад с мистером Кривая Душа случилось нечто. То время было решающим для расширения моей банды, и мы были против банды среднего уровня с большим числом мастеров. И чтобы с ними справиться, я в качестве помощи воспользовался Кривой Душой. Во время той битвы Кривая Душа показала свою великую мощь и победила нашу банду, одержал безоговорочную победу. Но спустя несколько дней после битвы, подчиненный, которому я наказал следить за Кривой Душой, вдруг пришел ко мне и доложил, что она начала разговаривать. Я сильно удивился и поспешил с колокольчиком поиска души. Затем Сунь Эрго сделал паузу и горько улыбнулся. «И что произошло? Только не говори мне, что Кривая Душа напал на тебя, будучи в колокольчике душ». Услышав, что Кривая Душа заговорил, он изумился. Но заметив, что Сунь намеренно держит его в напряжении, Хань Ли рассерженно буркнул на него. Испугавшись, Сунь продолжил: «Нет, он не напал на меня. Но перед тем, как я зашел в его комнату, мистер Кривая Душа будто был готов к моему визиту, как вдруг он проломил стену и убежал, будто полетел. Я совершенно не мог за ним угнаться». Завершив свой рассказ, Сунь сделал беспомощное выражение лица. «Убежал». От удивления Хань Ли поднял брови. «Да, мастер. Именно так. Хоть это было несколько лет назад, по некоторым причинам он все еще задерживается на границе леса. Несколько раз я пытался найти его и привести обратно с помощью мастеров моей банды, но он не хотел меня видеть. Когда бы я к нему не приближался, он тут же удирал. Я приказал нескольким мастерам закрыть ему дорогу, но никто не согласился стать оппонентом господина Кривая Душа. 2 мастеров из моей банды даже погибли», — с недоумением сказал Сунь Эрго. «Вот же чудеса. Скорее всего, это из-за компаса души, который ты носишь с собой. Хоть я и не знаю, почему над Кривой Душой потерялся контроль, кажется, ограничения, которые я поставил на него изначально, все еще действуют». Хань Ли холодно рассмеялся перед этими словами. «Вот так вот». Сунь Эрго как будто убедился. Казалось, что он тоже пришел к тому выводу. «Расскажи мне о местонахождении Кривой Души. Я разберусь с ним. Поскольку это не твоя вина, мне придется лично пойти туда и разузнать, что произошло. И поскольку колокольчик души тебе теперь не нужен, отдай его мне», — немного подумав, спокойно сказал Хань Ли. «Да, мастер. Мои подчиненные сообщили о местонахождении Кривой Души пару дней назад. Он сейчас на западе». Эрго с почтением поведал о том, что он находится в 100 километров за городом Цзюань. Затем он осторожно достал колокольчик душ, магический предмет, передал его 2 руками Хань Ли. Хань Ли кивнул и осмотрел колокольчик. Убедившись, что он в хорошем состоянии, он положил его в мешок. «И еще я пришел сюда, чтобы задать тебе пару вопросов о радужной секте. Отвечай честно». Лицо Хань Ли вдруг стало каменным. Голос его стал еще холодней. Перемена в его голосе огорошила Сунь Эрго. После короткой паузы он несколько раз кивнул головой, как игрушка, которая трясет своей головой, когда ее толкнешь. «Кто сейчас мастер в радужной секте? Что у него за семья? Появлялись ли в особняке в последнее время чужаки, и сколько из них остались?» Хань Ли выпалил вопросы с каменным лицом. У Сунь Эрго застучало сердце, но он ответил без малейших сомнений: «Непонятно, что это за человек, этот мастер радужной секты. Я видел однажды его издалека, и все, что я понял, это то, что его боевые искусства необъяснимы. В его семье 2 сыновей и дочь. Все женаты. Я слышал, что его старший сын был председателем предыдущей штаб-квартиры радужной секты. Его 2-й сын последовал за мастером секты до особняка Ли, и теперь он председатель там. А еще я слышал».
Сунь Эргоу слишком подробно все докладывает. Заметно, что он регулярно прилагает усилия для того, чтобы собрать лучшие умы в радужной секте. Слушая Эргоу, Хань Ли неосознанно положил руку на стол и начал стучать по нему. Кажется, он переваривал информацию. Когда они оба ненадолго замолчали, его сердце встрепыхнулось, и он осторожно спросил, неужели это из-за того, что несколько лет назад особняк Мо хотела пойти против радужной секты по вашему желанию? Услышав такой вопрос, Хань Ли повел бровью и помрачнел: что-то ты разговорился. И не спрашивай наобум о том, что тебе знать нельзя. И даже не пытайся угадать. Ты ведь не хочешь превратиться в одного из бедных душ, которые лишились своих воспоминаний. Ледяной голос Хань Ли вызвал у Сунь Эргоу желание извиняться. Хань Ли усмехнулся, как бы опустив эту тему. Когда дело касается авторитета, о вежливости не может быть и речи. Глава 335. Удивление. Увидев, что на лице Сунь Эргоу выступил холодный пот, Хань Ли понял, что лимит был достигнут, и он приготовился дать ему бонусы. «Достаточно. Ты можешь и дальше быть лидером банды. Если ты мне не понадобишься, я не приду к тебе. Поэтому я не знаю, когда мы увидимся снова. Возьми это и спрячь. В будущем твои потомки смогут узнать меня по этой штуке. И пока твои потомки хотят служить мне, я буду оберегать их, обеспечивать и мотивировать». Сказав это, Хань Ли достал листок общего бланка о талисмане. Вжух он оторвал ее надвое и отдал одну половину Сунь Эргоу, складывая себе вторую часть. Впервые услышав слова Хань Ли, Эргоу сначала удивился. Но затем он обрадовался и упал на колени перед Хань Ли. Он низко поклонился, 3 раза коснувшись пола головой. Потом он поднял голову и искренне сказал: «Премного благодарен вам за вашу щедрость. Мастер, прошу, не беспокойтесь. Мой клан будет прославлять вас еще много поколений вперед, и я никогда не откажусь от этого. К тому же, моему клану может угрожать бедствие и истребление». Сунь Эргоу снова поклонился до самого пола и поднялся. Увидев это, Хань Ли немного смутился. Изначально он хотел уговаривать Эргоу. Но он не думал, что за какое-то обещание ему будут благодарны аж до слез. Но немного пораздумав, Хань Ли понял. В мире смертных самым важным являлось продолжение рода и процветание клана. Поэтому Сунь Эргоу так отреагировал на его обещание. К тому же, Хань Ли не давал Эргоу безосновательные приказы за последние годы. Поэтому Эргоу подумал, что если последующие поколения будут служить Хань Ли, это будет лучшим вариантом. Осознав это, Хань Ли сильно обрадовался. Эргоу захотел это по собственной воле. «Хорошо. Поскольку ты искренне верен мне и предан, я оставлю тебе хорошие подарки. Возьми 2 бутылька этих таблеток. Эти таблетки предназначены для лечения наружных ран. Пока человек дышит, эти таблетки полностью его вылечат. А эти, такие же, как я тебе дал от яда, обезвредят все виды яда, которые только существуют на этой планете. Они должны помочь спасти жизнь». Хань Ли щелкнул пальцами, и в его руке появилось 2 изысканных фарфоровых пузырька с таблетками. Он передал их Сунь Эргоу. Разумеется, Сунь Эргоу рассыпался в благодарности, обещая стараться изо всех сил. После чего Хань Ли сделал ему пару предупреждений и покинул имение банды 4-го уровня. Этот запасной план продолжает существовать, но когда он мне пригодится в следующий раз? Подумал Хань Ли. Он стоял на краю улицы и огляделся. Он только что побывал в особняке Ли под покровом ночи. За одно мгновение его силуэт помчался к небу на магическом приспособлении. Вскоре он оказался над особняком Ли. Воспользовавшись преимуществом ночи, Хань Ли спустился с неба и воспользовался парочкой скрытых техник, чтобы бесшумно исчезнуть в особняке. С его прошлым опытом проникновения в особняк принца Синь, Хань Ли может умело сдерживать мощных мастеров с талисманами замок души и использовать технику управления душой, чтобы узнать о местонахождении мастера радужной секты. Результат удовлетворил Хань Ли. Мастер радужной секты находится не в слабо охраняемом месте, в резиденции своего 2-го сына. Кажется, он что-то обсуждал с ним. Допросив слугу в саду, Хань Ли превратил его в пепел при помощи огненного шара. Ему пришлось это сделать, потому что слуга слышал вопрос и его голос. Вскоре Хань Ли прошел последние уровни охраны и пробрался к переднему большому двору. Увиденное поразило его. Ворота во двор охраняло 4 мужчин в белых одеждах. Они были начеку и внимательно глядели по сторонам. Кажется, это профессиональные мастера боевых искусств. Хань Ли приподнял бровь. Кажется, это личная охрана мастера радужной секты.
Поскольку они стояли снаружи, значит, мастер находился внутри. Хань Ли холодно посмотрел на 4 охранников и подумал какое-то время. Неуловимо быстро он оказался перед ними. Охранники в белом озадачились и тут же решили, что нужно действовать. Тело Хань Ли стало расплывчатым и превратилось в последовательный образ, который направил свои руки на охранников. Вдруг все они рухнули на землю, как трупы. Каждый из трупов покрылся корочкой льда. Хань Ли с удовольствием превратил их в пыль и пинком открыл ворота, после чего зашел во двор. По пути он уже обыскал особняк Ли через духовное чувство. Он не обнаружил культиваторов и успокоился, после чего у него вспыхнуло желание убивать. Вероятнее всего, мастер радужной секты и правда умрет от его рук. Хань Ли уже построил план у себя в голове. Как только он зайдет во двор, он будет убивать всех на своем пути. Если он оставит хоть одного свидетеля, культиваторы духа горных зверей все разузнают, что повлечет за собой проблемы. С этой мыслью он зашел во двор, желая убивать каждого. Но вдруг он что-то увидел и остановился, как вкопанный. Во дворе стояла молодая женщина, она качала на руках 3-летнюю девочку и пела ей колыбельную. Эта женщина склонила голову к ребенку, поэтому Хань Ли не видел ее лица. Но ее голос, которым она пела нежную колыбельную, заставила Хань Ли прочувствовать всю любовь матери к ребенку. Хань Ли не ожидал увидеть такое. Желание убивать вдруг разом испарилось из его головы, и теперь в нем поселилась тяжелая дилемма. Это жена мастера. Но Сунь Эрго не упоминал, что у него есть маленький ребенок, поскольку Хань Ли не скрывался особо, когда входил во двор, женщина знала, что кто-то пришел. Она перестала петь колыбельную и грустно сказала: «Вы не собираетесь говорить. Я ждала вас снаружи, чтобы вы не разбудили мою Инчжу». С этими словами женщина холодно отвернулась. Она была уверена, что Хань Ли — это один из охранников. После того, как они увидели друг друга в лицо, они оба закричали от неожиданности. «Это ты? Что ты тут делаешь?» Красивое лицо женщины наполнилось недоумением. Как будто ее застали с любовником в кровати. Забавно. Хань Ли не нашел это забавным, и его лицо стало неказистым. Через некоторое время Хань Ли грустно выдохнул и сказал холодным голосом: «Мне обращаться к тебе как старшая боевая сестра Мо? Или лучше хозяйка Ли? А. Мо Ючжу. Эта леди — самая старшая среди 3 сестер Мо. В этом году по ней убивалось немало мужчин города, по несравненной красоте ее поколения. Хоть она и не была одета как молодая женатая женщина, ее красота от этого не пострадала. От нее все равно исходил шарм, который сведет с ума любого мужчину. После слов Хань Ли ее лицо побледнело. Ее ноги стали ватными, она покачнулась и чуть не упала на спину вместе с ребенком. «Юйчжу, почему я слышу посторонние голоса? С кем ты там говоришь?» Люди внутри дома почувствовали что-то неладное. Хань Ли услышал знакомый голос. Двери дома открылись, и оттуда вышел старик с седыми волосами и 30-летний парень. Хань Ли видел его сегодня. В ресторане. А что касается старика, он производит дружелюбное впечатление из-за белых, как снег, волос, морщин и красного лица. Когда он увидел Хань Ли, его лицо приняло какое-то странное выражение. Это мастер радужной секты. Хань Ли уставился ледяным взглядом на старика, спросив Мо Ючжу без каких-либо приличий. Однако она ничего не сказала. Она крепко обняла свою маленькую дочь и уставилась на Хань Ли с открытым ртом. «Кто ты? Что ты сделал с моей женой?» Когда парень увидел незнакомца во дворе, он замешкался. Но когда Хань Ли назвал его жену по имени, то пришел в ярость и бросился на него, чтобы преподнести ему урок. Но не успел он сделать и шаг, как мастер секты остановил его: «Ты уже взрослый. А до сих пор бездумно бросаешься на всех. Этот человек смог незаметно пробраться через нашу охрану. Он определенно не из простых. Не влезай куда не надо». Как и ожидалось, старик не глупец. Своим внимательным взором он определил, что Хань Ли непростой персонаж. Если он культиватор стадии заложения фундамента, то Хань Ли будет предельно осторожным и будет считать его как сильного соперника. К несчастью, это простой смертный с хорошей смекалкой. А с точки зрения силы, Хань Ли его ни во что не ставит.